В этом видео я покажу вам, какую тайну скрывает улица Павловского. Вы узнаете, почему когда-то она называлась под окопами, что означают некоторые барельефы на домах на этой улице, какой секрет скрывается с обратной стороны дома номер 7 и много другой интересной информации и фактов. Но обо всем по порядку. Очень часто, когда я показываю улицы города знакомым и туристам, улица Павловского вызывает самую бурную реакцию восторгов. Все потому, что все в ней необычно, от барельефов до архитектуры. А мы, местные жители, уже к этому привыкли и не замечаем таких очевидных вещей. Постараюсь раскрыть эти секреты и вам. Эта тихая улочка расположилась между улицами Карла Маркса и Михася Василька, довольно тихая и спокойная. Протяженность ее всего 250 метров, но достаточно плотно застроена жилыми домами. Сформировалась она в начале XIX века и называлась в 1824 году под окопами. И почти все дома на ней имеют какую-то особенность, о которой я говорила выше. Мы, гродненцы, спеша по делам, и не замечаем порой удивительных вещей. Вот, например, дом под номером 6 стоит рядышком с музыкальной школой, но о нем есть что рассказать. Начнем с того, что на фасаде дома над дверью присутствует барельеф в форме королевской лилии – флёр-де-лис. В разных культурах изображение лилий имело неоднозначное символическое значение. Оно почиталось как знак чистоты или плодородия, а также служило знаком отличия правящих монархов. Флёр-де-лис – это геральдическая лилия, является частью символики некоторых королевских гербов Франции. Почему она установлена на фасаде этого дома? Доподлинно неизвестно. Теоретически флёр-де-лис изображали на домах, принадлежащих королевским особам, но никаких данных по этому поводу не найдено. Но я не думаю, что при очередной реставрации современные строители взяли да и нарисовали геральдический символ над входом. Скорее всего, он тут был изначально. Или еще одна интересная особенность этого дома – надстроенный третий этаж. Посмотрите, как это заметно отсюда. Первый и второй этажи высокие, с потолками более 3 метров, а третий, по современному советскому стандарту, 2,60. Вот такой диссонанс заметен невооруженным глазом. А все дело в том, что в 1960-е годы в Советском Союзе была программа по увеличению жилищного фонда населения, и некоторые мансардные этажи и чердаки домов достраивали, благо толстые стены позволяли дому выдержать еще один этаж. Но все-таки не всегда стены домов выдерживали такие нагрузки и давали трещины. Вот посмотрите, это здесь очень хорошо видно, и такую практику надстраивания этажей прекратили в 1965-м, но часть домов уже потеряла свою аутентичность. А теперь самое интересное, как мне кажется, на этой улочке. Фасады домов номер 7, 11 и 15 выстроены как бы в одну линию и архитектурно не слишком выбиваются и отличаются один от другого, хотя и построены в разный период времени. На доме номер 11 есть тоже интересные барельефы. Вот обратите внимание, под окнами из кирпича выложены чаши. Символы на фасадах домов не только украшают здание, но и превращают его в открытую книгу. Они могут многое рассказать об истории дома и его владельцах, нужно просто уметь читать язык знаков. Дело в том, что чаша – это символ изобилия, поддержания жизни, достаток в доме. Часто можно услышать пожелание «дом – полная чаша». Очень часто такие символы использовали иудеи, когда строили свои дома, и это такой же распространенный символ, как, например, звезда Давида на их домах. А теперь посмотрите на дом номер 7. Он двухэтажный. Запомнили эту информацию, правда? А сейчас заходим во двор, который тоже имеет свою архитектурную особенность. Часто можно услышать, что этот дворик похож на итальянские либо парижские дворики. Тот же перепад высоты, хотя у нас этажность, конечно, поменьше. Разворачиваемся, и что же мы видим? А видим, что дом номер 7 имеет уже 3 этажа. Вот посмотрите. Вот там внизу оранжевый этаж – это первый этаж этого дома. Он жилой, там расположены квартиры. Окнами они выходят во двор, а с обратной стороны, очевидно, глухая стена, находящаяся под землей. Даже интересно, насколько комфортно так жить. Там же, наверное, сыро, и единственный источник света – это окна, выходящие во двор. Напишите, может, кто-нибудь бывал в этом доме или даже там живет. Очень интересно всем было бы почитать ваши комментарии. Интересно также, как это выглядело с инженерной точки зрения, как тогда строили. Получается, один этаж в земле, а противоположная сторона служила входом в дом. Такие дома, как правило, строил один хозяин, и дом, если дом был большой, то иногда он мог использоваться как доходный.
И вот глядя здесь на кладку вокруг подъезда, понимаешь, что раньше дом выглядел иначе. В проезде для карет, очевидно, в советское время был размещен подъезд, когда дом перестроили как многоквартирный. Вот такие нюансы. Думаете, это все на этой улочке? Еще нет, она хранит еще очень много тайн. Итак, следующий необычный дом на улице Павловского – это дом под номером 9Б. Вот этот. Что же необычного в нем? Читаем архитектурную символику. Итак, дом построен из двух видов кирпича. Желтого местного производства, который производился на заводе князей Друцких-Любецких в Станиславово и имел характерный желтый цвет местной глины. Второй кирпич был красный, очевидно привозной, и использовался для красивого декора. Значит, можно сделать вывод, что хозяин дома был очень богат, если мог себе позволить привезти кирпич для строительства. Читаем фасад дальше. Под одним из окон над подъездом чаша, и под окнами третьего этажа и над стойками над подъездом звезды Давида. Делаем выводы, что хозяин дома иудей, причем очень набожный. Когда же был построен этот дом? Смотрим книгу по топонимике и находим дату – начало 20 века. Но я могу предположить, что это 1910 год. Почему? Посмотрите, вот на ключах стяжки стен над подъездом, думаю, каждый из вас задавался вопросом, что это за буквы М и Х и что они означают. Кто-то предполагал, что это инициалы хозяина дома, но думаю, что таким оригинальным образом зашифрован год постройки. Дело в том, что римская цифра 1000 соответствует букве М, а X – это 10. Не хватает только букв, символизирующих 900. Возможно, они тоже когда-то были на этом фасаде, кто ж теперь знает. Но и это еще не все. Посмотрите, здесь на зданиях можно часто увидеть скругленные углы. Для чего это делалось? Здесь тоже несколько версий. По одной из версий в острых углах скапливается негативная энергия, а по другой – для сохранения тепла. В общем, строили тогда вдумчиво и на века. Несколько домов на улице Павловского возведены в советский период и, конечно же, вписались в окружающую застройку. Но согласитесь, нет в современных домах того изящества и старинного духа города. Дальше еще интереснее. Вы, наверное, все слышали такое выражение «крепость – звезда». Дело в том, что для обороны крепости построение оборонительных валов в форме звезды позволяет обеспечивать наиболее оптимальную защиту города, селения либо крепости. Гродно славился своим сложным рельефом, и многие, приезжая в наш город, замечают эти перепады высоты. Дело в том, что элементы городской фортификации проходили от высокого правого берега Немана около замков до нынешнего телеграфного переулка и затем пролегали по улице Василька и идя вдоль современной улицы Павловского. Если кто-то из вас прогуливался по дворикам здесь, вы не могли не заметить большой многометровый перепад высот, который существует между этой улицей и улицей Ленина. Вот посмотрите, насколько это высоко. Там вдалеке виден купол штаба армии, который находится на высоте более 10 метров, думаю. А мы стоим на уровне купола, то есть мы с вами стоим на насыпных валах, созданных здесь еще во времена Северной войны. Именно здесь, с середины 17 века, проходила линия земляных бастионных укреплений, на которых во время войны размещались пушки и стрелки. Склоны холмов зимой поливались водой и представляли из себя ледяные стены и горки, на которые невозможно было забраться. И в начале 1706 года, во времена Северной войны, когда в Гродно на зимних квартирах располагалась армия Петра I, войска шведского короля Карла XII предприняли попытку штурма нашего города, которая завершилась неудачей. Слишком хороши были бастионные укрепления. И в последний раз эти земляные укрепления вдоль улицы Павловского подсыпали в 1792 году. На валы вновь ставились пушки, но в тот период как раз проходила смена исторической эпохи, и вскоре в Гродно вошел в состав Российской империи. И после окончания Отечественной войны 1812 года почти 100 лет жил мирной жизнью, и земляные бастионы не использовались. Местные жители называли эти укрепления окопами, и именно поэтому современная улица Павловского носила говорящее название «Под окопами». Иногда все проще, чем кажется. Улица активно застраивалась позже и была переименована в Песочный переулок. Называлась она также и Жандармская улица, а с 1964 года стала именоваться улицей Павловского.
Каждый дом на этой улице обладает какой-то архитектурной особенностью. Пусть небольшой, но присущей только ему. Просто присмотритесь повнимательней. Вот, например, крыша дома 11Б. Смотрите, она деревянная. Видно, что дерево старое, пропитанное и, очевидно, оригинальное, которое было использовано при строительстве дома. Современные уже так не строят. Дом, на котором установлена мемориальная доска в честь генерал-полковника Николая Павловского, имеет номер 21 на этой улице. Вот там вдалеке виднеется, и мы как раз проходим к нему через двор. И тоже обратите внимание на высоту старого дома. Рядом стоит вот этот современный, очевидно, по архитектуре это 70-е годы постройки. И посмотрите, современный дом имеет 5 этажей, а старинный только 3. И располагается старый дом ниже, ведь улица имеет естественный уклон. И будь они построены на одном уровне по линии земли, думаю, были бы вровень. Также можно различить старинный дом и современный, отличить по этажности постройки. В старых домах потолки всегда выше 3 метров. Обратите внимание, что у дома также скругленные углы и сложный декор. На нем установлена мемориальная доска в честь полководца, знаменитого уроженца Гродно Николая Павловского. И есть мнение, что Павловский жил в этом доме. Он родился в 1903 году и до 1915 прожил в Гродно. Позже, во время Первой мировой, семья была эвакуирована в Курск. Он вполне мог жить в этом доме. Дом 1910 года постройки, о чем свидетельствует надпись на его фасаде, сделанная также во времена постройки дома, но уже из кирпича. Однажды меня спросили, почему балконы есть не у всех квартир в этом доме. Но тут ответ очевиден. Многоквартирным этот дом стал в советское время, а когда-то кто-то построил его для себя. И, думаю, в одной комнате там было не одно окно, как сейчас практикуется в строительстве, а несколько. И на целый этаж всего пара больших комнат с балконами. Вот так когда-то жили. Вот такая на улице Павловского. Кажется небольшая, но если присмотреться, можно найти очень много интересных элементов. Так что всем рекомендую пройтись, прогуляться и посмотреть своими глазами. Больше информации с анонсами моих новых видео в моем инстаграме и телеграм-канале. Присоединяйтесь, если интересно. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.